По всей России идет массовая кампания. Студентам и школьникам организованно показывают документальный фильм «Предательство», выпущенный телеканалом «Россия-1». А в некоторых школах, например, такая есть в Краснодарском крае, даже провели кинопоказ на специальном родительском собрании. В комментариях вы много просили, чтобы мы как-то прокомментировали массовые показы новой документалки от Госканала. Поэтому сегодня о ней и поговорим. Перед тем, как начнем, в описании мы собрали бесплатные способы, как обходить российские блокировки. Способы мы регулярно обновляем, а спонсором тут выступает MaxSwap. Они выпускают виртуальные криптокарты, которые работают как обычные карты зарубежных банков. Ссылка на MaxSwap в описании. Главные герои фильма «Предательство» – молодые россияне, обвиняемые или уже осужденные на огромные сроки по тяжким уголовным статьям о терроризме и госизмене. Речь в первую очередь о поджогах релейных шкафов на железной дороге или даже аварийно-спасательного вертолета. Говорится также о неудавшемся покушении на митрополита Тихона, предполагаемого духовника Владимира Путина, и об удавшемся покушении на Z-блогера Владлена Татарского. Всех героев фильма объединяет одно. Они, по словам авторов, были завербованы и получали инструкции от кураторов из-за границ. Основной посыл документалки – ни в коем случае нельзя дать себя использовать. В принципе, с посылом этим не поспоришь. Тут я могу только дополнить сказанное в фильме. Не нужно быть инструментом в чужих руках ни в каких делах вообще. Это касается в том числе и обычной преступности, которая была и до войны, и будет и после. Ни в каких криминальных делах участвовать не следует. Особенно, когда вас склоняют к этому люди, которые не спешат брать риски на себя, зато подбивают других рисковать жизнью и свободой. Проблема в том, что пропагандистский телеканал в условиях военного времени не смог и не захотел сделать просто фильм предупреждения, который уберег бы зрителей от беды. Не удержался и навалил туда пропаганды, которую теперь крутят в учебных заведениях по всей стране. Автор документалки Андрей Медведев как по учебнику использует классический прием – 2/3 полезный контент, 1/3 деструктивный. Разберем, чем же вреден фильм про предательство. Прежде всего, на всем протяжении фильм нормализует и даже продвигает безумную правоприменительную практику, когда дела о терроризме шьют всем подряд, независимо от тяжести совершенного деяния и степени его общественной опасности. Просто вслушайтесь в озвучиваемую статистику. С января по сентябрь 2025 года в России было зарегистрировано 4467 преступлений террористического характера. На минуточку, это 16 терактов или подготовление к теракту каждые сутки. В нынешней России нивелировано само понятие терроризм. Вплоть до того, что недавно российский суд заочно приговорил к пожизненному заключению украинского офицера, который в ходе боевых действий отдал приказ атаковать ракетный крейсер «Москва». Ему вменили статью 361 Уголовного кодекса России «Акт международного терроризма». То есть судили военнослужащего за то, что тот отдал приказ с помощью противокорабельной ракеты во время войны потопить вражеский военный корабль. Вот уж теракт так теракт. Офицеру этому от абсурдного приговора российского суда, конечно, ни тепло, ни холодно. Чего не скажешь о гражданах России. Герои фильма «Предательство», осужденные за поджог спасательного вертолета, ожидали, что им дадут максимум по несколько лет колонии. И спрашивается, а в чем они неправы? В Уголовном кодексе есть статья 167 «Умышленное уничтожение имущества». Государственная собственность, если что, тоже под это понятие подпадает. В пункте 2 статьи 167 указаны возможные отягчающие обстоятельства. Уничтожение путем поджога по мотивам идеологической ненависти. Есть и другие отягчающие обстоятельства, например, смерть человека, но в случае с героями фильма никто не погиб, так что здесь оно неприменимо. Максимальная санкция по статье со всеми отягчающими – 5 лет лишения свободы. Однако поджигателям инкриминировали терроризм. Одному дали 17 лет и 7 месяцев, другому 17 лет и 6 месяцев. По ходу фильма подчеркивается, насколько неправильными, глупыми и беспринципными являются осужденные, до какой степени у них сбит моральный компас. Но все эти стенания не имеют к делу никакого отношения. Даже если человек совершил преступление, это же не значит, что ему можно накидывать любые статьи просто потому, что он такой нехороший. Причем здесь терроризм-то вообще? Более того, фильм въедливо проталкивает токсичную идею, будто у преступников и не должно быть права на справедливое разбирательство.
Это право было прописано в Конвенции по правам человека, из которой Россия вышла в 1923 году. Фильм же предлагает концепцию показательных наказаний. Поймите правильно, что жесткое наказание за этот поджог абсолютно оправдан по одной принципиальной причине. Это ведь не только наказание конкретного лица. Это некий пример всем остальным, что такие преступления являются особо опасными. Вообще-то российская правовая система даже после выхода из международных конвенций не предполагает, что человека можно наказывать в пример другим. В 1925 году Конституционный суд подчеркнул, что государство не может рассматривать человека в качестве средства достижения какой-то цели, будь то назидание иным гражданам или что-то еще. Есть еще и постановление Пленума Верховного суда. Цитирую его в самой свежей версии от декабря 1925 года. Обратить внимание судов на необходимость исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания. Но тут-то явно не так. Это не значит, что мы как-то оправдываем тех людей, которые совершили эти действия. Просто не надо привязывать им те статьи, которые к ним ни при чем, и те действия, которые они не совершали. Терроризмом-то тут и не пахнет. Но для пропагандистского фильма пойдет. Вроде как это представляется как что-то справедливое, хотя справедливым это абсолютно не является. Обсудим мы совсем дикий эпизод из этого фильма «Предательство». Но сначала небольшая реклама. Посмотрите, пожалуйста. Если верить заявлениям, за 2025 год в России заблокировали более миллиона ресурсов и свыше 250 VPN-сервисов, а также несколько VPN-протоколов. Среди недоступных ресурсов есть и популярные мессенджеры. А при отключениях мобильного интернета работает и вовсе лишь несколько сервисов из белого списка. Чтобы сохранить свое право на свободный интернет, поставьте VPN, который быстро адаптируется к ограничениям, в том числе к тем же белым спискам, например, Blank VPN. Он стабильно работает в России уже 8 лет и разрабатывает технологии обхода новых блокировок одним из первых на рынке. Сейчас у сервиса действует очень выгодное предложение. Вы можете подключить Blank VPN со скидкой до 66% с полным безлимитом по устройствам и трафику. А еще сервис дает 30 дней, чтобы вы могли решить, пользоваться дальше или вернуть деньги, если сервис вам не понравится. Еще одно преимущество – подпиской можно делиться с семьей и друзьями. Это гораздо выгоднее, чем покупать каждому отдельно. При этом Blank VPN не ограничивает своих пользователей в трафике. География подключения 50 локаций. Сервис работает только на выделенных серверах, не записывает и не хранит логи. Серверы работают на скорости до 10 гигабит в секунду. С такой скоростью можно спокойно смотреть YouTube хоть в 8К качестве, одновременно играть и стримить. У Blank VPN также есть удобные приложения для iOS, macOS и Android. Подключиться можно буквально в один клик. Поддержка у них круглосуточная и отвечает меньше, чем за 2 минуты. Если ваш VPN-сервис плохо справляется с блокировками и вы хотите попробовать альтернативный VPN, сейчас самое время это сделать, пока действует акция. Переходите по ссылке в описании или QR-коду на экране, используйте промокод CATS, чтобы подписка стала до 66% выгодней. Всего от 2,5 евро в месяц. Оплатить сервис можно российской картой. Устанавливайте себе надежный VPN-сервис, которому можно доверять. Продолжаем. В фильме «Предательство» есть совсем дикий эпизод. Он длится секунд 20, но на нем стоит заострить внимание. Посмотрите. Я не предатель. Я считаю, что несправедливое наказание. Я ничего плохого не сделала. Просто вызвала такси ребятам, не зная о том, куда они направляются. В документалке эта реплика приводится без комментариев и никак не опровергается. Зрителя просто ставят перед фактом. Осужденная вызвала такси парням, которые потом подожгли вертолет. Поэтому она, мол, тоже террористка. И свои 12,5 лет получила типа заслуженно. Согласно фильму, никакой соразмерности деянию у наказания быть и не должно. Более того, получается, что наказывать можно и тех, кто о готовящемся событии знать не знал и имеет к нему лишь очень опосредованное отношение. Причем таково мнение не только автора документалки. Летом прошлого года его коллега по ВГТРК Владимир Соловьев призвал к смертной казни для водителей грузовиков, из которых вылетели дроны, атаковавшие российские стратегические бомбардировщики. Хотя, казалось бы, они-то в чем виноваты? Не они что-то загрузили эти дроны, они не знали, что они там едут. Некоторые даже пытались их как-то там остановить.
Но нет, все равно требуют смертную казнь и судят их сейчас всех. В ноябре военный суд дал 8 людям пожизненное заключение, якобы за подрыв Крымского моста. На деле же они просто занимались логистикой и понятия не имели, что в запломбированном грузе находится взрывчатка. Ее даже таможенники не смогли выявить. Так как они могли знать водители? Но в нынешнем российском правоприменении жестокое наказание может быть и без вины. Почему-то об этом авторы фильма ничего не говорят. Это не вызывает никакой общественной дискуссии, это не обсуждается в студиях. Почему девушка, которая вообще ничего не делала, а просто заказала такси, должна вообще сесть в тюрьму даже на 1 день? Причем тут она? Ну, как-то вот фильм снят в такой парадигме, что это нормально. Самая сенсационная часть фильма – это интервью с Дарьей Треповой, обвиненной в убийстве военблогера Владлена Татарского. Тут я бы обратил внимание даже не на само интервью, а на своеобразный культ личности убитого. Напомню, документалку показывают в школах, и Z-блогера преподносят детям как пример для подражания. Я Владлен Татарский, я родился и вырос в Макеевке, мое настоящее имя Максим Фомин, Владлен Татарский – это псевдоним. Я не знаю, работал на шахте Бажанова у себя на поселке, как мой дед и отец. Удивительная биография. Занимался Обычный бизнесом. шахтер из Макеевки. В 2014 году стал ополченцем, пошел воевать за родной Донбасс против киевской хунты. А потом он стал писателем, одним из самых популярных в России военных патриотических блогеров. Православный, русский, простой парень из народа, свой для многих. Именно после его выпусков множество людей шло добровольцами на фронт. Скоро Мариуполь будет полностью наш. Скоро весь наш Мариуполь. Восхваление Татарского – сюжет для ленты побочный, но оттого не менее вредоносный. В пропаганде, кстати, часто так бывает. Самый яд содержится в лирических отступлениях. Так вот, путинское государство в очередной раз предлагает молодежи равняться на уголовника с маньячными идеями. Вот оно, настоящее предательство-то, а не такси кому-то вызвать. В 2014 году Татарский отбывал длительный тюремный срок за ограбление банка в колонии под Горловкой и вышел на свободу в связи с тем, что город перешел под контроль ДНР. Вся медийная активность этого блогера – это глумление над убитыми, смакование страданий людей, включая мирных жителей, и обыкновенный фашизм вперемешку с неуместным цитированием Библии. Всю свою систему ценностей Татарский смог уложить в 8 секунд. Все, всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим. Давайте с Богом. И вот это действительно большая проблема. Настоящее предательство. Живые уголовники и маньяки, вроде того же Алексея Мельчакова, ходят по школам и проводят в них уроки мужества. Это уже не просто военные, а настоящие психопаты, пропагандирующие зверство как новый стиль жизни. А биографии мертвых людоедов школьникам приходится учить на уроках истории и на разговорах о важном. Татарский – лишь один из многих-многих. Героизирует, например, Моторолу, которому недавно открыли памятник в Ухте, хотя он был уголовником, сознавался в убийстве пленных и развлечения ради мог пострелять и по своим. Ваши сыны только что прилетел в канал. А может, между нами кто закидает, а? А что сейчас будет? Вверх будет стрелять. Утренняя зорька. Бо у нас все немножечко спят. Война людей не ебет. Там никого нету. Не похуй. Вон туда лучше стреляй. Вон, смотри. Нет, туда зачем стрелять? Там же враг. Долбоебы-то спят у нас здесь. Понимаете? Машину. Но вернемся к фильму «Предательство». Есть в фильме довольно тонкие манипуляции. Одна из них касается Донбасса, который не является значимой темой для документалки, но автор то тут, то там высказывается насчет защиты этого региона. Того самого, который российская армия непонятно зачем равняет с землей уже 4 года подряд. Город за городом, село за селом. Без всякой цели. С помощью монтажа и нехитрых кинематографических приемов в фильме выстраивается псевдологическая связь между антивоенными настроениями, оппозиционной активностью и терроризмом.
Прямо это не проговаривается, поэтому я не могу привести конкретную цитату. Однако фильм сделан так, чтобы оставить зрителя с впечатлением. Кто не любит власть и выступает против войны, тот уже без 5 минут террорист. Самая удачная находка Андрея Медведева как пропагандиста – вставленные в фильм фрагменты, где осужденные и подсудимые говорят совершенно правильные вещи. Но поскольку эти правильные вещи произносят люди, обвиненные в терроризме, сказанное как бы автоматически дискредитируется. И соглашаться с таким типа нельзя. Как, например, вот с этой репликой. Гибнут люди, в том числе и российские граждане, которые могли бы жить. И это было нашей главной целью – предотвратить их гибель. Но есть и совсем топорные моменты. Например, один из героев говорит про Европу, и следом сразу же идут кадры уличных беспорядков в европейских городах. Не хватает только вопроса: «Вы что, хотите как в Париже?» Когда осужденные совершенно справедливо замечают, что в России людей преследуют за посты, репосты и лайки, автор их слова даже не пытается опровергать. Просто пускается в длинное рассуждение, что в Англии, мол, преследуют еще больше. Сейчас каждый день смотрю новости, пообщался с разными людьми, посмотрел, что творится, за что тут можно сесть, запись какую-нибудь репостнул, все, сел на 10 лет. Перевел кому-нибудь деньги, да, в шаурмечный ларек, а этот шаурмечный ларек оказался там с ИГИЛом связанным. Сел тоже на 10 лет. Ну и зачем оно мне надо? В России в прошлом году 400 человек были арестованы за высказывания в социальных сетях. Как вы думаете, сколько человек в Великобритании были арестованы за то, что они написали в социальных сетях? Ну, угадайте, понятия не имею. 3300, правда? Арестованы за посты в соцсетях? Это интервью 2019 года. А в 2023 году, по данным The Times, британская полиция ежедневно производит более 30 арестов за сообщения, опубликованные в социальных сетях. В этом блоке фильм особенно деструктивен. Зрителю, в том числе самому молодому, внушают мысль: важно не то, что происходит в твоей стране, важно, что там в других странах. Если в России что-то не так, просто найди страну, где еще хуже, и успокойся. Если от чего-то страдают твои сограждане, переключись на страдания заграничных граждан. И даже не думай что-то исправить, как-то помочь соотечественникам. Это, мол, прямая дорога в террористы. Лучше порассуждай о том, как Запад загнивает. И вот в чем парадокс. Картина вроде как, такая антидиверсионная, но сама совершает большую диверсию против России и ее будущего. Потому что в комплекте с основной идеей не ввязываться в опасные авантюры втюхивается целый набор чрезвычайно вредных и неадекватных установок. В самом конце не могу не сказать, что главная манипуляция в фильме не то, о чем он говорит, а то, о чем он умалчивает. Что же такое произошло, что ни с того ни с сего в России стали поджигать вертолеты, локомотивы и релейные шкафы? Еще каких-то 4 года назад ничего подобного даже и близко не случалось. А теперь аж полнометражный фильм пришлось снимать и в школах показывать. Мы, конечно, не спорим с той частью фильма, где молодых людей предостерегают от поджогов. А вот подумать о том, почему вообще понадобилось выпускать такие предостережения, очень даже призываем. До завтра.